Пара цирковых артистов приходит в детский дом усыновить ребенка. Муж нервно. Мы хотим усыновить ребенка. Директор детского дома. Да, но вы же цирковые артисты, вы, наверное, плохо зарабатываете. Муж лихорадочно пытается ответить. Жена прикрывает ему рот рукой и спокойно. Мы заслуженные артисты России. У нас кроме великолепных гонораров есть персональные премии. Директор детского дома, слегка смягчившись. Да, но вы всегда в разъездах. Как ребенок будет учиться? Муж лихорадочно пытается ответить. Жена прикрывает ему рот и спокойно. Мы путешествуем по всему миру. Я знаю 6 языков, муж вообще 8. Кроме того, мы останавливаемся в городах на несколько месяцев, и в это время дети ходят в школу. Директор совсем смягчившись. Хорошо, а какого пола хотите малыша? Муж лихорадочно. Да нам похер, лишь бы в пушку помещался. Всем привет, дорогие друзья. Вещает этот голос Игорь Хакман. Вы на канале Хакман Геймс. Продолжаем прохождение Ведьмак 3. Дикая охота. Дополнение Кровь и вино. Поехали. В прошлый раз мы с вами прошли по сюжету. Ездили с принцессой. Да, узнавали, кто все-таки стоит за тем, что кто шантажирует этого вампира. Забыл уж, как его зовут. Так у нас задание штурм Дунтына, встретиться с Дамьеном на мельнице графа Делакруа после полуночи. Люди, хватайте, берите, не проходите! Так, а может сбросить что-нибудь ребяткам? Давай что-нибудь сбросим. Поздравляю с победой на А мужик-то ейный вроде. Лучших-то вам приветствую. Блин, надо переодеться. Покажи, что там у тебя. Переодеться надо. Так. Ага. Так, цветы. Записка. Ешь, продавай. Так, долго там еще сюжетную? Еще долго. Лютни 2 штуки. Так. Предмет мастера. Это остальное вроде нужно, да? Необходимый для задания предмет. О, у меня тут куча всяких картин. Недорого, кстати. Так, тут такое себе. Бывай. Есть. В лесу короберты можно найти. Сначала давай оденемся. Весь фон сдадим. Блин, а можно капюшон как-то?
капюшоном, походу, нельзя. Так, бомбы, карманы. Не понял, а где он? Жители Баклера, них Сильван. их светлость, Вот как соизволили сейчас нанять мужа поцелуй. позову. Все. Приветствую! Покажи мне свои товары. Так, что тебе сбросить-то? Стоп, я ему свой арбалет продал. Плюс 300 сила атаки. Вот эту вот херню тоже надо будет сбросить. Причем зато у меня всяких камней есть. Так, с этим мне нормально все. Тут ремонтные наборы, тоже все хорошо. Краску можешь сбросить. Нахер не нужна. Давай сбросим. На хоть... Створитель, я думаю, мы еще успеем все это дело переделать. Так, есть какой-нибудь крутой доспех? Сенский рыцарь. И можем сделать, только вот пластина темного железа нужна. Так можем все сделать. А еще есть баклерский капитан гвардии. Турнирный доспех Тусанского рыцаря. Ну-ка, мечи есть какие-нибудь классные? Ну, такое себе. Вот Бенши какой-то есть. Но, по-моему, он не лучше нашего. 403 урона. У нас 409. 335, 409. Клинок Фарамона. Это получше. Юроледы. 37. Вот. Нужен в бою с людьми. Вот. Тут вообще все есть. Не, вот это лучше. Краснолюдский клинок. Такой себе. Вот это вот неплохо было бы. Черный единорог 440, 360. Вот это вот классно. Можешь попробовать сделать.
Блин. Темной стали 2 штуки. А мы можем его купить. Давай, остальной меч Тусанского рыцаря. Бывай. Удачи на пути! Нет, тут у нас... Блин, а у меня вот... ну хотя это стальной, это серебряный. Пен это серебряный меч. У меня тут что? Сила атаки, множество знаков. Сила атаки 5%. Ну давай сделаем, посмотрим. Шанс рубиться за равновесие. Так, шанс критического удара. Таких спин наносит на 50% больше урон, кроме того, оглушает противника. Мощная атака увеличит урон, быстрых атак. Не, ну можем попробовать что-нибудь такое сделать. Короче, вот эти вот 2 меча мы не продаем пока что. Будем искать, что получше. Так, ну что, погнали теперь. А интересно, сколько вот такой вот ведьмак платит? Налоги. Тебе не похер, сколько там налогов плачу. Тут 2 из 5. И мутагены нужны. А тут что? Красный мутаген. Еще и мутагены им нужны, ты смотри. Тут ничего пока не открыться. Не открылось. Ладно. Слушайте. Слушайте, жители Баклер. Вот есть. Их светлость соизволили нанять ведьмака для расследования убийств. Родиться в Тусенте значит родить. Так, куда нам надо? Дундынна. О, нам домой можно сходить. Каждого жителя нашего города оказать ведьмаку любую необходимую помощь. Баклерское отделение движения флагелянтов приглашает на день открытых дверей. Приди, отведай кнута и... Опа, где же этот ткач? Вот он туда побежал, да? Пойдем сюда. Жаловаться не на что. Дорогая, ты прекрасно выглядишь. Щеки Понеслась. Теперь домой поедем.
Где лошадь моя? Ведьмак бы тут пригодился. Надолго. Переломный момент от повествования завершения некоторых побочных заданий станет невозможным, прежде чем продолжить сохранить текущую игру. Ну, сюда, наверное. Так, а какие у меня побочки, кстати? Зайти к Лему и Матильде только. Сокровищ тут нет. Отдохни. Ну, пойдем сходим. Доска объявлений тут. Пойдем что-нибудь возьмем. Давай парочку заданий, а потом пойдем на штурм. Вдруг что подвернется интересное. Под ноги-то гляди! Так. Куплю разрешение. Так, услуги чистильщика. Чистка обуви в порту. Чиню крыши. Тишаю, да. Так, сезон охоты открыт. Отстрел лесного зверя. Так, вот это можно взять. Большой буктерский турнир погнет в жопу. Внешность обманчива, ведьмак. Берегись. Шевелись, плотва. Такс. Что у нас тут? Карта. Письмо. Тут у меня ничего нету. Значит, ведьмака надо было? Нет. А рыцари-то на что, я вас спрашиваю? Задание. Есть что? А, ну он корчма Куролеск. Собачка. Шевелись, подвинься. плотва. Да здравствует княгиня! Такая, что рыцари Даже у высылала в такого леса и сказочного людей, чтобы княжества, они как лечились. Тосе, Фигня прошла, нет? Хоп, хей, Ты тише книгу не ла-ла-лей. пугаешь.
Охренеть, он на меня еще и наставился. Холера. Спина-то как болит. Здорово. А в голове-то у меня простите. еще шумит после вчерашнего. А, ведьмак, приветствую. Хорошо, что заглянул. У нас с Матильдой есть сюрприз. Я вижу, вы неплохо друг с другом поладили. Определенно. Когда оказалось, что ссориться нам на самом деле не из-за чего, все вышло даже довольно мило И пикантно. и очень романтично. Можете больше ничего не говорить. Я рад, что у вас все хорошо. Какой еще сюрприз? У вас завелся еще один монстр? Нет, кое-что значительно более приятное. Мы создали вино, которое, по мнению лучших сомелье, может свергнуть с трона Эст-Эст. Своим успехом мы обязаны тебе. И если ты не против, Мы хотели бы дать вину твое имя. как нам его назвать? Как бы белый волк. Да чё уж там, белый волк. Дикое и с характером. Идеально! Если ты согласишься, мы будем регулярно присылать тебе пару бутылочек. Это честь для меня. Спасибо. Нет, это тебе спасибо. Пару Удачи, бутылочек, это ведьмак. нормально. Это хорошо. Так, интересно. Отлично. Так, погнали. Холера. Спина-то как болит. Так, а что мне с микрофоном тут? Это что-то не так? Сейчас, подождите. Так, ОБС. Сейчас, секундочку. Так лучше? Так, наверное, лучше, да. Вот. А то что-то... Все. А то что-то тиховато получилось. Совсем. Совсем тихо. Сейчас даже еще все-таки подниму мальца. Так. Так лучше. Верментина то, Короната сё. Ну, хоть успокоились. Покрыть позором доброе имя! Так Хуже, лучше. чем смерть. Да. Такс. Дурмдантынны. Ну, короче, заданий тут нету, да? Я так понимаю. Это что такое? Белый волк. Отлично. Синфурдской академии в кармане, а любой бродобрей больше зарабатывает. Вот тут что-нибудь есть интересное? И ни хрена нет. Что это тут стоите, зомбари? Че, ведьмак?
Короче, тут больше ничего интересного нет, да? Я тут... будет сестричка! У меня будет сестричка! А теперь пойду выпью и потанцую. Итак, до следующей. Ой, что такое? Отбросил без предрассудки своей гильдии, высказал истинное уважение к законам природы. Охренеть, так вот просто висит. Блин, что тут ни хера ничего нельзя взять? Я слышал, ведьмак, что ты избавился от банды Филиберта Четырехпалого. Ну все, тут что тут? Я так понимаю, Ведьмак! Эй, сука, отвали! ты чё? Да я просто попробовал, что ты мне бузишь тут? Сука еще меня тут называет. Вперед, платон! Охренел совсем. Совсем охренел, пацан. Башка баран! За скандал накажут плеткой! Есть закон про это Где ж чёрный. это видано, чтобы рыцари на турнирах? Блин, полетели домой нафиг. Степутка. Не задерживаться! Проходите! Проходите! Тут где-то вопросик, по-моему, еще один оставался, нет? А, нет, я все, я его с ним разобрался с этим. Точнее, восклицательный знак. Я с ним разобрался. Помнишь меня? Полетели. Где моя лошадь? Чё так далеко-то? Вот как мне тебя теперь брать тут? О, Убери лапы! в смысле, это моя усадьба? Ты охренел, что ли? Ща, погоди. Я посмотрю, что тут еще можно Кольцо взять. свекольное. Я сейчас тебя уволю. Охреневшая мадам, блин. Вообще реально охреневшая коза. Теплица. Травы нужны для приготовления мутагена. Отлично. Я себе все руки ножницами покалечила. Холера! С хера ли от меня Спина-то закрыться как здесь? болит. Тут погрызлись, там поцапались. А в конце концов, все равно вместе управляют Бельгаардом. Все, погнали. Ты охотник до чудищ, а я до баб.
Но пошла. Давай. Блин. Не туда. Я что, тут пройду? Пошла. Все, полетели. Вперед, плотва! Кто эти тропинки придумал-то? Так, сохраняюсь. Я слишком рано, гвардейцев еще нет. Я их могу тут подождать. Заодно что-нибудь тут соберу. Тут же лучик наверняка какой-нибудь есть. Вот, малахит, лазурит. Смотри. Заказ на муку. Никаких заданий. Ну ладно, никаких так никаких. Идем на мельницу, там все и обсудим. Вижу, у тебя готов план. Ты меня посвятишь? Задача нашей вылазки две. Разыскать сестру ее милости и схватить людей, которые шантажировали вампира. Значит так. Дунтынне состоит из нескольких зданий, окруженных стеной. Центральную часть занимает замок. Родерик его недавно отремонтировал. Мы хотим ударить здесь, со стороны главных ворот, и захватить территорию перед замком. Знаешь, сколько людей будет оборонять Дунтынне? Родерик держит при себе небольшую дружину рыцарей. Это не войско, но пара десятков людей наберется. К тому же недавно у него поселилась банда каких-то заезжих наемников. Мы мало о них знаем. Должно быть, это люди-центрийцы. Я встретил нескольких в городе, они пытались меня убить. Мы ударим с двух сторон. Отвлеките защитников. Я зайду в крепость с тыла, найду девушек и позабочусь, чтобы им не причинили вреда. Я перелезу через стену, как только вы начнете бой. Звучит рискованно. Но мне кажется, ты знаешь, что делаешь. Начали. Я ж только отсюда пришел. Не так давно. Началось. Быстрей! Берем коней для Родерика и валим отсюда.
Если стены не выдержат, мы далеко не уйдем. Не так быстро. Придется изменить планы. Убить его! Подожди-ка. У меня тут есть супер меч. Правильно? Большой жженый камень. Шанс вызвать отравление. Вызвать заморозку. Ну давай попробуем. Что, драться расхотелось? Что тут творится? Он убил Гуга и Белина! Взять его! Так, секунду. Где тут наши пузыречки? Отлично. Родерик отправил их за лошадьми. Удрать собрался. Только мы ему не дадим. Всё? Побежали. Гвардейцев не видать. Там их не должно быть! Прав был Родерик, надо бежать. У нас получится. Ох, сука! Что это было? Что они такие эти? Делись там с Родерик ящиками. пытается Только сбежать. осторожно, чтоб ни один не упал. Невозможно сохранить игру. Ну вот, почти все. Скоро можно и в путь. А где кони? Гуга и Белин должны были их привести. Тут кто-то Поверь, есть. Куда они там Прорвались с пропали? той стороны. Все сюда! Убить его! Окружить его! Меня Ну, так просто не сколько мне возьмешь. еще ждать? Пора заканчивать. Эй. Нечестно. Взял мне А я же вроде пробовал доставать арбалет. А чё я не достал? Может, у меня его нет в инвентаре? То есть в быстром доступе, может, у меня его нет. Хорошего понемножку.
Он убил Гуга и Белина! Взять его! Что, драться расхотелось? Сука! Родерик возьми. отправил их за лошадьми. Удрать собрался. Только мы ему не дадим. Блин, почему невозможно сохранить игру? Так. Гвардейцев не видать. Там их не должно быть! Ох, сука! Что это было? Так, стоп. У меня тут... Берись это там с Родерик ящиками. пытается Только сбежать. осторожно, чтоб ни один не упал. Ну, есть арбалет, а херля. Херля я его не достаю. Почти все. Скоро можно и в путь. А где кони? Гуга и Белин должны были их привести. Проверь, куда они. Тут кто-то есть. Прорвались с той стороны. Я Все тебе сюда. покажу. Убить его! Еще можно сдаться. Все, хватит. Ну, Что, драться расхотелось? вот и все. Оставь мне жизнь. Я ничего не сделал. Ты водишься с очень неподходящими людьми. Где дружки центрийца? Я знал. Я знал, что нельзя давать им кров. Где они сейчас? В замке готовятся бежать. У них есть спутница, женщина по имени Сиана? Разумеется. Это она меня убедила их принять. И втравила тебя в большие неприятности. Где она? Вещи собирает. Мы должны были уехать вместе. Старый дурак, я бы все для нее сделал. Где она? В замке? Да. Ее комната в башне. На самом верху. Где похищенная девушка? Блин, так что же? О чем? Какая А. девушка?
Я ничего не знаю. Ни о каком похищении. Это, видно, мои гости. Что со мной будет? Держи, прижми к ране. Должно остановить кровь. Спасибо. Так, сейчас соберем. О. Отлично. Ну-ка, что за меч тут? Ух ты, серебряный меч, ни хрена себе. 76, у меня тут 617. Нормально. Ну-ка, тут сохранить можно? Нет. Ну ладно, пошли. Там Тут. такое? Борг, они уже у ворот. Сколько их? Слишком много. Это из ихних. С тыла зашли. Ну, сколько мне еще ждать? Зел какой-то. Гною, гадину. Нифига Я себе. тебя на куски порву. Сгною, гадину. Я тебя на куски порву. Что, драться расхотелось? Ах ты черт. Сгною, гадину. Все, закончили. Меч у тебя большой какой. Наверное, ты им компенсируешь какой-нибудь недостаток свой. Ну реально, смотри, какой здоровый. Блин, только что был. Цыгане, что ли, украли? Мне же пузырьков хватило. Получилось! Тоболь, вон еще один! Окружили нас! Ну, сколько мне еще ждать? Это ваш последний шанс. Сдавайтесь. Вот что нас эта сука втравила! Бей его! Вперед! Что случилось? А это не Детлов? Да, он. Должны пробраться в замок. Они мне за все заплатят! Что, драться расхотелось? Назад, трусы! А, мы с ним будем биться. Что это за бей?
Хрена себе, как пацаны работают. Чудища! Не ожидал найти вас здесь. Мы подумали, что помощь тебе не помешает, и... Ведьмак, нет времени объяснять. Где Рена? Думаю, внутри мы все узнаем. Так пойдем уже. Это рано? Рена. С тобой? Что с тобой, если кто из них? Ты же знаешь, я не дам себя в обиду. Я ждала тебя. Я не знал, где искать тебя. Они грозили убить тебя. Прости, я тебя подвел. Сейчас что-нибудь мы тут найдем интересное. Я прям чувствую. Осталось найти сестру Анны Генриетты. Ты знаешь, где ее искать? Да. Я наткнулся на Родерика, хозяина Дунтыны. Он сказал, где Сиана. Ну так говори и пойдем за ней. Нет времени. Она должна была быть в комнате в башне. Именно в той, где мы сейчас. И которая совсем не похожа на камеру для узницы. Кстати, тут еще и графин с вином случайно оказался. Готов поспорить, это краденый Сангриаль. К чему ты клонишь? Не надо. Не строй из себя дурочку. Я знаю, что все это часть твоего плана. Ведьмак, что происходит? Боюсь, Детлов, тебя обманули. Друг, прошу тебя, ты должен выслушать Геральта. Рена не настоящее ее имя. Ее зовут Сиана, и она сестра Анны Генриетты, княгини Тусента. Что? Что это за бред? Сиану изгнали из дворца, когда она была ребенком. Теперь она вернулась, нашла убежище в Дунтынне и отсюда командовала шайкой бандитов. Она послала в Баклер человека по прозвищу Центриц. Он крал для нее княжеское вино. Так я вышел на ее след. Затем она решила вернуть драгоценность, которую получила в подарок от отца. Мне очень жаль, Детлов. Ты был лишь частью ее плана. Ты придешь в Тесхам мутно и все объяснишь. Не придешь, я сравняю Бакалер с землей. Обещаю, даю 3 дня. Я буду ждать. Он просто улетел? Он не хотел поступать опрометчиво. Ему надо остыть. Думаешь, он выполнит свою угрозу? Не знаю. Когда он впадает в ярость, он непредсказуем. Я пойду к нему. Прости, что? После того, как... Вы не знаете Детлофа так хорошо, как я. Если я его не послушаюсь, он правда уничтожит город. У него хватит на это сил. Озвучку девки не очень хорошая, мне кажется. Не сильно ей подходит. В тебе зашевелилась совесть? Лучше поздно, чем никогда. Так же? Что ж, это представляется лучшим выходом.
Ваша милость, осторожней. Гвардейцы видели вампиров. Чудовища могут быть где-то здесь. Вампиры или нет, найдите мою сестру. Ищите. Ваша милость, это... Сиана. И все-таки это ты. Сестричка, во что же ты впуталась? Теперь ты за меня волнуешься, правда? Я понимаю, что ты испытываешь ко мне неприязнь. Но обещаю, что мы с тобой разберемся во всех прошлых обидах. Мы еще об этом поговорим. Капитан, ведите Сиану во дворец. Я займусь ей, как только мы вернемся. Слушаюсь, ваша милость. А тебе, ведьмак, моя искренняя благодарность. Не могу поверить, что моя сестра была так близко. Родерик из Дунтыны ответит за измену и соучастие в шантаже. Родериком манипулировали, точно так же, как и вампиром. Кстати, ты выяснил, кто похитил его возлюбленную? Это Сиана шантажировала вампира и заказывала ему убийство. Что? Что за чушь? Она и есть его пропавшая возлюбленная. Она инсценировала собственное похищение, чтобы управлять им. Он был только орудием. За всей этой интригой стоит Сиана. Вы ошибаетесь. Это не может быть правдой. Ваша милость, я знаю этого вампира и... Как это знаешь? Кто он? Детлов. Который недавно сидел со мной за одним столом и рассказывал про Назаир? Есть еще что-нибудь, о чем вы забыли мне сказать? Может, под горой Горгоной живет дракон? Или кто-то из здесь присутствующих тоже вампир? Где он теперь? Он ждет Сиану. Если она в назначенное время не придет к нему навстречу, он уничтожит Баклер. Он посмел нам грозить? Ваша милость, у нас есть 3 дня, чтобы привести ему Сианну, и... Замолчи. У вас 3 дня на то, чтобы принести мне его голову. Хватит с меня тайн и помощи вампирам. Я требую того, за что заплатила. Головы бестии. Так, еще 3 очка умений мне доступны. Ты думаешь, ее милость уже остыла? Сомневаюсь. Она так легко ничего не забывает, особенно угрозы. Да. Даже я вынужден признать, что Детлов вел себя совершенно неподобающе. Ты что, нервничаешь? С чего бы вдруг? Дай подумать. Ты возвращаешься с охоты с пустыми руками, без трофеев и потеряв след. Я вообще не нервничаю. Мутации. Ты же помнишь о них? Помню, разумеется. Это отговорка, которую ты используешь, когда не хочешь о чем-то говорить. Да. Так что сменим тему. А как реагируют заказчики, когда ты не оправдываешь их ожиданий? Зависит от положения. Крестьяне ругаются матом, мещане требуют вернуть задаток, дворяне пытаются затравить тебя собаками. А владыки? Обычно грозят эшафотом. Судари, вас ожидает досточтимая княжна. Ваша милость, народ требует кары. Сиана совершила столь страшные преступления, пролила столько крови, что... Еще слово, Пальмерин, и я совершу преступление. Жертвой будешь ты.
Повторяю последний раз. Сиана в ответе за множество смертей. Но она моя сестра. Учитывая кровные узы и наше прошлое, я не допущу самосуда. Опасаюсь, ваша милость, что чернь может подняться. Они могут взять темницу штурмом. Пусть себе штурмуют. Ее там нет. Сиана в безопасном месте. И будет там ожидать суда, покуда мы не избавимся от этого проклятого вампира. Я вижу по вашим лицам, что вы от него не избавились. Мы сделали все, что могли, но... Мое терпение исчерпано, Геральт. Где он? Где Детлов? Мы работаем над этим, ваша милость. Ты меня за дуру держишь? Я бы не посмел. Мне все равно, над чем ты работал. Работаешь или будешь работать. Мне нужны результаты. А их по-прежнему нет. Иногда я устраиваю охоту на лис. Вы знаете, как это выглядит? Великий ловчий спускает собак со сворки. Они мигом берут след и загоняют зверя. И все это в пределах часа. У тебя, ведьмак, была неделя. Помощь моих рыцарей. И ты не достиг абсолютно ничего. Я начинаю думать, что моя легавая лучше бы справилась. Какая? А мы еще вот так ответим. Быть может, вместо ведьмака, вашей милости, следовало нанять легавую? Да. Все правильно. Ты ходишь по тонкому льду, ведьмак. Очень тонкому. Я бы попросила тебя все-таки выбирать выражение. Ты тоже. А теперь к делу. Вы установили хоть что-нибудь? Ваша милость, Сиана использовала Детлофа. Она обманула его, чтобы убить рыцарей, которые сопровождали ее в изгнание. Вероятно... Ваша милость, вампиры! Что? Ну, говори! Вампиры напали на город. Капитан Делатур обороняет площадь возле пристани. Но множество убитых. Зараза. Тут ни хрена себе. Раз уж Детлов хочет войны, он ее получит. Геральт, за дело. Больше никаких отговорок. Пальмерин, ты... Уберите ее. Так. Долгая ночь. Кончим с этим. Кто удавился, мерзавец? Брукса. Ах ты, черт возьми. Где ты там? Чтоб ты удавился, мерзавец!
Ну что ли? Коза Сиана какая, а? явилась навстречу. И вот, пожалуйста. Детлов не шутил. Да. И нам тоже надо заняться этим всерьез. Дело зашло слишком далеко. Регис, ты упоминал какой-то способ выманить Детлофа. Говорил, что не хочешь прибегать к нему, потому что он слишком опасен. Я так выразился? Прости, в таком случае я ввел тебя в заблуждение. Слово «опасен» передает лишь ничтожно малую долю предстоящего риска. Пожалуйста, заканчивай уже внутренний монолог и просто скажи, как заставить Детлофа явиться навстречу. Минутку. Мне бы хотелось, чтобы ты сперва рассмотрел альтернативу. Ты же можешь выполнить требования Детлофа и освободить Сиану. Ты думаешь, Детлоф все еще верит в невиновность Сианы? Я думаю, он что-то подозревает. Он пытается понять, что происходит. И ради этого готов объявить войну всему княжеству? Что ж, умеренность никогда не была его сильной стороной. Попробуй убедить меня, что ты прав. Почему я должен освобождать Сиану? Я знаю, теперь в это тяжело поверить, но... Детлов не злой. Он импульсивный. Нужно, чтобы они встретились, поговорили, и он отступит от города. Я-то, может, и соглашусь, а вот Анна Генриетта никогда. Заметь, я не предлагаю спрашивать у нее позволения. У меня много замечаний к твоему плану, в том числе и такое. Мы не представляем, где держат Сиану. Ты слышал, что говорила княгиня, в темнице ее нет. Отговорки, мой друг. Я уверен, стоит тебе захотеть, ты найдешь ее без труда. Ну, в общем, можно поговорить с Дамьеном. Княгиня держит его при себе. Вероятно, он что-то знает. Вот видишь, я знал, что ты что-нибудь придумаешь. А если встреча пойдет не по твоему плану? Что если дойдет до боя? Ты можешь гарантировать, что с Сианой ничего не случится? Крайне маловероятно, что... Слушай, давай без теории вероятности, просто ответь. Да или нет? Ручаюсь, что волос не упадет с ее головы. Надеюсь, я развеял твои сомнения. Не совсем. Мы еще не закончили разговор. Так как можно выманить Детлофа, если вдруг понадобится? Кровью девственницы? Видишь ли, где-то неподалеку живет один из скрытых, древних могущественных вампиров. Самых древних и самых могущественных. Да, и... Тусент. Земли скрытого. Каждый из нас обязан слушаться его, покуда здесь находится. А значит, достаточно одного его слова, и Детлоф явится в указанное место. И как убедить этого скрытого, чтобы он вызвал Детлофа? Сперва хорошо было бы его найти. Скрытый не встречается с приезжими без особой нужды, а вот местные, возьмем, к примеру, Ариану. Видишь ли, она тоже... Я догадался. Хорошо, допустим, она меня к нему приведет. И что дальше? Не знаю. Надо будет импровизировать. Словом, или я поддамся шантажисту, или сражусь с ним. Ты знаешь мои предпочтения. Если мы освободим Сиану и устроим ей встречу с Детлофом, есть шанс, что мы все останемся живы, включая Детлофа. Регис, прости, что ставлю тебя в такое положение, но если я все-таки решу драться с Детлофом, на чью сторону ты встанешь? Если ты решишь, что этот вопрос надо решать мечом, я не стану у тебя на пути. Я ценю это. Надеюсь. А теперь скажи, пожалуйста, что ты собираешься делать? Так, освободить Сиану, поговорив с Дамьеном, склонись к твоему решению, пойдем к Ариане. Я не знаю, мне надо еще подумать. Блин.
силовому решению пойдем к Ариане. Пойдем, наверное, освободим Сианну. Это безумие, но будь по-твоему. Я расспрошу Дамьена о Сиане. Я знал, что ты не заставишь себя просить. Погоди. Я еще ничего не обещал. Пока я просто хочу во всем разобраться. Ты со мной? Разумеется. В хорошей компании всегда веселее. Ну, надо попробовать. Все-таки действительно ее освободить. Поторопимся. Дамьен может быть в опасности. Или мертв. Ты думаешь? Мне казалось, он пережил немало битв. С людьми, не с чудовищами. Ой, игра сохранена, отлично. Продолжаем. Что у меня тут есть? Теперь 7 золота, в принципе, не так уж и много. Пробитие доспеха. А, не, вот 638, 522. Пошли, куда ты меня ведешь? Смотри, там. Займемся, пока он снова не начал убегать. О, Покончим с этим. отлично. Я думал, низшие вампиры вас не слушают. Как правило. Тогда как Детлов натравил их на город? Я же говорил, он исключение. Он может подчинить их своей воле, управлять ими силой мысли. Покуда он сам не решит отступить или не погибнет, они не остановятся. Сдохни! Отлично. Как на скотобойне. Чудовище Еще все один. еще здесь. Пора осмотреться. Панцирь ему не помог. Когти порвали металл, как и лист бумаги. Надо торопиться. Каждая минута промедления — новая смерть. Панцирь ему не помог. Когти порвали металл, как и лист бумаги. Они не удержали строя и побежали. Я чувствую кровь Дамьена. Он ранен. Пойдем. Уличная баррикада. Никакого смысла.
Для вампира это не препятствие. Они не знали. Он упал Я на не живот, успел прямо на их спине. предупредить. Убегал. Должно быть, они поняли, что здесь не удержатся. Надеюсь, они нашли какое-то укрытие. Иначе разговаривать будет не с кем. Ой-ой-ой. Блин, чуть поставь до хера-то. Блин. Надо было все-таки. Надо было все-таки это покушать. Я даже не успеваю. Что-то они так быстро херачат меня. Пора Геральт, осмотреться. Может, ты все-таки вернешься? Да иду я. Панцирь ему не помог. Когти порвали металл, как лист бумаги. Надо торопиться. Каждая минута. Они не удержали строя и бежали. Я чувствую кровь Дамьена. Он ранен. Пойдем. Рана была не смертельная, но он истек кровью. Приди мы сюда на пару минут раньше. Уличная баррикада. Никакого смысла. Для вампира это не препятствие. Они не знали. Я не успел их предупредить. Он упал на живот, рана на спине. Должно быть, они поняли, что здесь не удержатся. Надеюсь, они нашли какое-то укрытие. Иначе разговаривать будет не с кем. Иди сюда. Так. Так. И еще одна коза. Пошли дальше. Сохранена игра. Еще какой-то хрен. Должно быть, они в банке. Забаррикадировались. Они не должны увидеть, что я вампир. Прости, Геральт, но мне придется тебя оставить. Уверен, ты сам справишься. Закончим с этим. Справлюсь, это нет, что ли? Ты убил его? В одиночку? Этот ублюдок перебил половину моего отряда. Вижу, еще чуть-чуть, он бы и до тебя добрался. Вам надо отступать. Быстро. У меня долг перед этим городом. Ты не поможешь ему, если поведешь солдат на убой. Дамьен, помнишь наш разговор во дворце? Повторяю, у вас нет никаких шансов. Ну соображай ты уже быстрее. Отряд. Раненых перевязать. Готовиться к выступлению.
Очень хорошо. Мудрое решение. И вот еще что. Против вампиров используйте исключительно серебро. Прикажи алхимикам приготовить как можно больше масла от вампиров. Наносите его на мечи. Особенно осторожно с альпами и бруксами. Это те, что в облике женщин. Они умеют исчезать. Против них помогают бомбы с серебряными опилками. Спасибо, ведьмак. Надеюсь, ты стоишь тех денег, которые тебе обещала княгиня. И принесешь башку сволочи, которая все это устроила. Другой план. Можешь мне доверять. Можешь мне доверять. Я решу ваши проблемы. Как? Пока скажу только, что мне нужна Сиана. Ты знаешь вердикт княгини. Сианна ожидает суда. В заточении. Вердикт мы знаем, но не согласны с ним. Не могу позволить себе такую роскошь. Я присягал ее милости на верность. Люди гибнут из-за одного человека. Если княгиня узнает, что я тебе помог, я пойду на гильотину. А мы следом за тобой. Несмотря на это, мы рискнем. Мы зря теряем время, Геральт. Пойдем. Подождите. Когда я в последний раз видел Сианну, ее милость сопровождала ее в детскую комнату во дворце. Да что ты, в детскую комнату? Ты уверен? Я служу при дворе много лет. Знаю там каждый угол. Конечно, холера, я уверен. Так что, княгиня заточила ее в кукольном домике? Честно? Понятия не имею. Я говорю только то, что видел. А дальше это уже не мое дело. Понимаю. Я все проверю. А ты возвращайся в гарнизон. Лучше по моим следам, там пока спокойно. И Так. спасибо тебе. Ты очень нам помог. Я помог Баклеру. По крайней мере, надеюсь на это. Пойдем, Редис. Так, детская комната. Детская комната за этой дверью. Берегись! Хрена себе ты Советую робишь. отложить долгие беседы на потом. Должно быть, он охранял детскую комнату по личному приказу Анны Генриетты. Закрыто, разумеется. Редис, мне бы не хотелось возиться с дверьми. Ты не будешь так любезен? Разумеется. Че ты там расхерачишь дверь? О, Спасибо. К вашим услугам. да ты крут. Куда пройти-то? Тишина. Никого тут нет. В таком случае хотя бы оглядимся. Так. Глядимся. Может, что-то есть внутри? Нет. Пусто. Пошли наверх. Вот сколько всего. Лошадка-качалка. Похоже, с ней... Под ковром ничего. А что там должно быть? Кроме пыли, которую туда замела ленивая горничная. Не скажи. Игрушечная посуда, плюшевые игрушки. Зеркало. Мило. Как же я их не люблю. Закрыто. Кукла. Ежедневник. Тетрадь. Собственность Изабель де Рокфор, придворной гувернантки. Это записки опекунши Сианы и Анны Генриетты. Из тех времен, когда они были детьми.
Не знаю, как нам это поможет, но пролистать его, разумеется, надо. Она подарил мне самодельную открытку. Сегодня девочки поссорились. Сегодня в первый раз я побывал в стране 1000 сказок. Его княжеская милость беспокоится о дочерях. Изучение Нильфгардского идет с трудом. Да ладно, про девочки поссорились. Сегодня девочки поссорились. Должна отметить, что вели они себя не как пристало дамам. Дошло до рукоприкладства. Первой ударила сестру Анна Генриетта. Сиана не осталась в долгу. Прежде чем я их разняла, Анриетта потеряла 2 молочных зуба. Она сейчас же побежала жаловаться родителям. Его княжеская милость не принял на веру моих показаний, и всю вину возложили на Сиану. Девочка была серьезно наказана. Анриетта пыталась потом смягчить ситуацию, но князь и княгиня были непреклонны. Ну да, если уж заслужил репутацию паршивой овцы, тяжко от нее потом избавиться. Сегодня Сиану осматривали чародеи, присланные капитулом. Не знаю, к каким выводам они пришли, но его княжеская милость явно обеспокоен. Видимо, именно тогда у нее диагностировали синдром Черного Солнца. Или навесили ей такой ярлык. И вот дальше. Я спросила князя, что ждет княжну. Он не ответил. Сегодня занималась с девочками Нильфгаардским. Сиана очень старалась, хотя она с трудом запоминает новые слова. Княжна Анриетта демонстрирует большие способности, но более склонна к проказам. Когда она думала, что я не слышу, то сказала в мой адрес «Блёд и Хойль». Они с Сианой смеялись во весь голос. Блёды — это ёбаный или ёбаная. А Хойль? В звучном языке наших не слишком дружелюбных южных соседей слово это означает место, в котором спина утрачивает свое благородное название. Сегодня я первый раз сопровождала девочек в стране 1000 сказок. Мы провели там полдня. Сперва мы играли с Дюймовочкой, а потом с Румцайсом. Он необычайно галантен для разбойника. Начинаю подозревать, что Изабелла де Рокфор писала дневник под влиянием каких-то галлюциногенов, каннабиса обыкновенного, или... Тсс, не перебивай. Склоняю голову перед достижениями мастера Арториуса Вига. Он доказал, что в магических арканах ему нет равных. Погоди. Арториус был придворным чародеем, мастером иллюзий. А это означает... Регис, последний раз прошу, не перебивай, а то пойдешь в угол. Девочки сказали, что если я захочу выбраться туда одна, достаточно открыть книжку «Страна 1000 сказок» и повторить вслух заклинание «Expecta Ludum». Книжка как ключ к иллюзиям. Ничего себе. Это уже интересно. Сиана подарила мне самодельную открытку. Прелесть. С обезглавленными, окровавленными людьми. А может и нет. Я спросила, зачем она это нарисовала. Княжна ответила, что это сцены из кошмаров, которые снятся ей, сколько она себя помнит. В самом деле, Сиана каждую ночь просыпается с криком, если только не спит в одной постели с Анриеттой. Кажется, девочкам, над которыми висело проклятие Черного Солнца, снились кошмарные сны. Некоторые сходили от них с ума. Знаю, это звучит неправдоподобно, но... Может, Анна Генриетта заточила Сиану в этой иллюзии? Может. Там она была бы в безопасности и в заперти. Давай проверим. Найти книгу Где-то «Страна в этой 1000 сказок». Нужен ключ. Красивая мелодия. И правда. Жалко, механизм поврежден. Да что ты будешь делать?
Деревянная уточка. Кто-то ей оторвал крылья. Ох, ёпть. Ключик спрятан за рамой. Золотой ключ. Так, хорошо. Есть книжка. Так это оно? Expecta Ludum. Так, долгая ночь, задание выполнено. Блин. Регис? Регис? Так, я в иллюзию попал. Надо, наверное, найти теперь это. Сианну. И побыстрее. Страна тысячи сказок. Невероятно. Посмотрим, куда ведет эта дорога. Глаз Михалена сходит с ума. Вся эта страна иллюзия, но настолько мощная, что ее нельзя рассеять. Так. Так, вроде правильно иду. Черт, я опять. Я уже тут был. Так, а куда я тут попадаю? Зараза. Выпусти его. Какие-то звуки. Он схрумкал мои прянички, а теперь я его схрумкаю. Так, походу нашел. Вот оно. Не трогай мою печку, золотко, не то поссоримся еще. Сама открывай. А это кто? Заблудившийся путник? Не место тебе тут, миленький. Старый ты, бледный, худой. Но да не бойся. Добавлю маслица, травочек. Славный выйдет гуляш. Молодым голосом эта бабуля разговаривает. Только тебя поймаю. Оу. Ну, сколько мне еще ждать? Ну давай же. Ты что, какой-то травы Ой. испугался? Это что такое?
Блин, игра подвисла. Ну и смердит это варево. Берегись, чтобы она тебя не облила. Блин, что мне с ней делать-то? Блин. Что мне с ней делать? А если вот так? А если вот так? Бабуля. Что, драться расхотелось? Ага. Берегись! Ух ты, нифига себе, вот это меня садануло. Так, серебряный меч, да? Ага. Спокойно, бабуля. Черт. Сейчас еще кому-то меня тут призовет, да? Ага. Поздравляю с победой. Отлично. Метла тут еще. Зараза! Что это было? Злая ведьма, сам же видел. Куда она сунула этот ключ? Послушай, Откуда взялось оружие? От сказочного принца. Ему оно больше не нужно. О, вот он. Спасибо. Если бы не вы, изжарила бы меня... Сиана? Это ты? Сколько лет, Джек? Ты пришла поиграть, да? Нет, мне нужны только бобы. Можешь выдохнуть. В чем дело-то? Выдохнуть? Потому что ты не хочешь с ним играть? О чем это вы? Уж Джек-то знает о чем. Так что он мне быстренько скажет, что случилось с его бобами, правда? Сиана, я... Прости, но у меня их нет. Ой, что-то ты юлишь.
Может, все-таки сыграем в какую-нибудь нашу игру, как раньше, а? Например, скручен, связан, по полу скачет. Ты же не забыл, правда? И я говорю правду, клянусь. Анариэта велела их закопать в разных местах, чтобы ты не могла отсюда выйти. Где? Понятия не имею, но... Оська, тот, что с волками, он должен знать. Он всегда сует нос не в свои дела. Хорошо, если так. А если нет, я тебя найду. И мы еще поговорим, понял? А теперь проваливай. Бедный Ну ладно. ребенок. Так что ты здесь делаешь? Ой, какой у него взгляд, прям надменный. Я пришел тебя освободить. Очень мило с твоей стороны, но я освобожусь сама. Может, да, может и нет. С моей помощью тебе точно будет проще, как показало недавнее приключение. А что ты так рвешься мне помогать? Тебе заняться нечем? Все дело в Детлофе. Он пытается заставить Анну Генриетту выпустить тебя. И натравил на Баклер чудовищ. Да, в этом весь Детлов. Но ты же ко мне не новостями пришел делиться, правда? Так что давай, к делу. Разве не очевидно? Я предлагаю союз. Нам обоим важно, чтобы ты отсюда выбралась. Тебе, потому что ты хочешь выйти на свободу. Мне, потому что, когда ты встретишься с Детлофом, кончится резня в городе. Сперва ты меня разоблачаешь. Из-за тебя я попадаю в тюрьму. А теперь приходишь ко мне с просьбой. Надо же, какие номера откалывает жизнь. Вообще, я бы посоветовала тебе пойти в жопу. Но ты говоришь, что гибнут случайные люди. Это не по плану. Детлов должен был убивать только тех, кто провинился. И никого больше. Ладно. Будь по-твоему, ведьмак. Я принимаю твое предложение. Договорились. Расскажи мне побольше об этом месте. Это же иллюзия, так? Да, это творение Арториуса Вига. Здесь мы с Анной Генриеттой разыгрывали сценки из любимых сказок. Не похоже, чтобы та ведьма собиралась играть. Это магическая энтропия. Если заклинание не поддерживать, оно становится неуправляемым. Анна Генриетта выбрала опасное место для твоего заточения. Внешность обманчива. Герои сказок на меня не нападут, если я сама их не спровоцирую. Но вот ты здесь чужой. Так что лучше держи ухо востро. Раз уж ты об этом вспомнила, в чем провинились рыцари, которых убил Детлов? Криспи, Дюлак, Лакруа, Пейрак-Пейран. Не хочу я это вспоминать. Ну да ладно, пожалуй, тебе это стоит знать. Когда родители от меня отреклись, этим рыцарям поручили сопроводить меня за границы княжества. Они исполнили поручение, не сказав ни слова в мою защиту. Ты же знаешь, у них был приказ. Ага, но у Криспи не было приказа бить меня нагайкой до потери сознания после первой попытки побега, а Дюлаку не поручали морить меня голодом и унижать. Одно я тогда выучила. Рыцари ведут себя не по-рыцарски, когда на них никто не смотрит. Мне жаль, но это тебя не оправдывает. Я не собиралась перед тобой оправдываться. Я хотела, чтобы ты меня понял. Тебя изгнали из-за проклятия Черного Солнца, верно? Да. Порченые княжны, мутантки. Ты наверняка о нас слышал. Еще бы. Одну даже встречал, Ренфри из Крейдена. И что? Скажи, она правда была чудовищем? Она была жестока. Но почему? Из-за проклятия или из-за того, что ей пришлось пережить? Сложно сказать. Ты ее убил, да? У меня не было другого выхода. Забавно. То же самое сказала мать, когда вышвырнула меня из дома. Так, может, объяснишь, что там с этими бабами? Объясню, не волнуйся. Только вооружись терпением.
Из этой страны есть два выхода. Один из них моя любимая сестричка заблокировала, когда заперла меня здесь. А путь к другому, который вон там в облаках, здорово усложнила, спрятав бобы. Я все еще не понимаю. Не торопись. Этот мальчик, это был Джек из Джека и бобового стебля. Ты помнишь такого? Помню. Он влез по гигантскому стеблю к спрятанному в облаках замку великана. Мы сделаем то же, когда узнаем, куда Анриетта дела бобы. Всего их 3. Красный, голубой и желтый. Ага. А из одного, значит, стебель не вырастет. Нет, все должно быть точно как в сказке. Ну, пойдем поищем Оську. Может, он и правда сумеет нам помочь. А ты иди первым. Ося все время крутился на поляне у подножия горы. Это недалеко отсюда. Пройдешь домик ведьмы и сразу направо. Так, подожди. Смотри, вон тут сколько всякого добра. Так что, собственно, происходит в городе? Льется кровь, так что нам надо поторопиться. Успокойся, в стране сказок время течет иначе. Мы можем неделю просидеть, а снаружи пройдет пара минут. Ах ты мразь! Что, драться расхотелось? Не слишком Отлично. симпатичные эти гномы. Они должны охранять границы страны сказок от нарушителей. Таких как ты. Так, погнали. Дальше. Тут лошадь есть. Но тут вроде недалеко. Я на лошадь поскочу, а девка пешком побежит. Ну давай! О, единороги! Поймаем их и тогда не придется. Чур мой розовый. Ты сукин сын! Вообще, все в порядке. Со мной все нормально. Это он! Оська! Сука, сейчас они его загрызут! Черт! Я тебя уничтожу! Так. Что у меня костюм? Порвался. Спокойно, все уже кончилось. Вовсе нет. Вон там еще один волк. Сзади. Не волнуйся, он всегда врет. Понятно. Так это тот самый мальчик, который кричал «волки», пока люди не перестали ему верить. Да. Слушай, малыш, Джек говорил, будто ты знаешь, что случилось с его 3 бобами. Ничего я не знаю. А вы лучше глядите. Вон там волки. Интересный выйдет разговор. Ну ладно, начнем. Ты уверен, что ничего не знаешь про желтый боб? Он где-то очень, ну просто очень глубоко. Почти что совсем под землей. И у кого он? А? У лысого батрака, который совсем, ну просто совсем никого не ждет. Вообще. На помощь! Волки! Ты наверняка не слышал, что случилось с голубым бобом? Не словечко, верно? Я слышал. Кажется, он лежит в открытом поле. Просто так, и никто его не стережет? Никто. 3 раза никто. На помощь! Волки!
Допустим на минуту, что ты все же знаешь, что случилось с красным бобом. Где бы он мог быть? Его наверняка никто не проглатывал. Ха, нет. Разумеется. Но если бы... Кто бы это мог быть? Никто, который его не проглотил. Человек. Самый человеческий человек во всей стране сказок. Люди! Вот! Еще одно слово о волках, и я порублю тебя на кусочки и скормлю рыбам. Ты понял меня? Погнали. Ну ладно, нам пора. Берегитесь волков! Так, за каким пойдем? Бобом или Бобом? Трудный собеседник. Разве? Просто помни, что мальчик всегда врет. Точнее, он говорит противоположное правде. Да. Так куда мы сейчас? Точно не знаю. Просто навестим остальные сказки, хотя бы самые важные. Может, тогда разберемся в указаниях Оськи. Их не очень-то и много. Значит так. Красная шапочка, 3 поросенка, потом Златовласка, 3 медведя, еще Рапунцель и девочка со спичками. Ну ладно, за дело. Так, найти 3 волшебных боба. Невероятно. Ты, должно быть, обожала это место, да? Поначалу, но детям быстро все надоедает. Даже чай с принцессами в конце концов становится рутиной. И что тогда? Я выдумывала новые забавы. Например, что будет, если я велю золотой рыбке выйти на берег? О, гляди, Гарский император. Король вышел похвалиться. Ах, гнусный же тип. Черт! Спички! Сигареты! Сигаретку, табачку, дозочку фиштеха. Ого. Наркоман. Мне из какой-то сказки? Раньше я продавала спички, но дело у меня не ладилось, так что мне пришлось расширить ассортимент. А вам чего надо, дорогие? Волшебные бобы есть у тебя? Если только это не название какой-нибудь дури, то, пожалуй, нет. А может, ты хочешь... Эй, откуда у тебя эта лента? Она моя. Да? А почему она лежала в кустах? Кто нашел, того и будет рыбка моя. Не объяснишь, что это за ленточка? Отчего шум? А что объяснять? Я получила ее в подарок от Арториуса Вига, когда была маленькой. Я никогда с ней не расставалась. Она должна была беречь меня от зла. Не уберегла, сам видишь. И все-таки она для тебя важна. Как бы это сказать, не слишком у меня много памятных вещей из детства. А ленточка напоминает мне старые добрые времена, когда я была кем-то другим. Дорогие мои, шли бы вы со своими воспоминаниями куда еще, м? Вы мне клиентов распугиваете. Может, все-таки отдашь Сиане ленточку? Даром я даю только первую дозу, чтоб потом возвращались. А за все остальное придется платить. Даже если попросить по-хорошему? Если по-хорошему попросишь, можем на нее сыграть в карты. Я заплачу. Ладно, я куплю ленту. Столько хватит? Хватит. Теперь валите отсюда. Что, я зря деньги, что ли, копил? Босая стоит. Ну ладно, говори. Что? Что хочешь взамен? Ты же сделал это не по доброте душевной, правда? Ничего я не хочу взамен. Я... Спасибо.
Берегись, гномы! Что, драться расхотелось? Я тебя уничтожу! Ну что, паскуда? Его побежали. О, это домики поросят. Помнишь, да? Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Похоже, волк уже сдул домики из соломы и из прутьев. Остался только каменный. Надо туда заглянуть. Помнишь, что говорил Оська? Один боб лежит в открытом поле и охраняет его 3 раза никто. Может, это здесь? Ты сукин сын! Вандал недоделанный! Взять его! Вот холера. Им, похоже, не понравилось. Ой-ой. Так, мне нужно срочно пузырек выпить. Ну давай! Не дай бог. Я тебя уничтожу! Все? Не дергай меня. Просто ищи бабу. Нельзя помедитировать. Ага. Ну-ка. Отлично, все работает. Стоп. Бобы, да? Мини-боб, отлично. Злой ведьмак подул, что было сил, и пожалуйста. Вот вам боб. Невероятно. Что невероятно. У тебя есть чувство юмора? Это так странно. Ну, понимаешь, ты пришел такой надутый, бормочешь что-то не впопад, вечно недоволен. А тут, надо же, шутка. И вполне удачная. Ну ладно, мы тут все ля-ля, а работа ждет. Будем искать дальше. Что ж, погнали. Нравится тебе здесь? Нет, я вообще не люблю магию. Иллюзии, порталы и все такое. Обманчиво все это. Рыцарь старой закалки, да? Это здорово. Ты сукин сын! Иди сюда.
Так, теперь это такой меч, да? Узнаешь? Это из сказки о Вызимском драконе, которого хитростью победил ловкий сапожник. Разумеется. То и дело какой-нибудь глупый солдафон пытается ему подражать. А мне потом убираться. Внутри наполовину переваренная овца, набитая серой и смолой. Разумеется. Но бобов нет. Тебе не противно вот так копаться в гниющих останках? По сравнению с Ригером из Вазимской канализации, это... Слышь, Волк, мы можем Тише, ой, моя голова. Даю слово, последний раз я пил с Румцейсом. О, Сианна, сколько лет? Ты чуточку изменилась. А ты вот ни чуточки злой волк. Только, кажется, ты угодил в плохую компанию. А с кем мне еще пить? С дюймовочкой. Одна рюмочка, и девка уже под столом. Ну, чего вы хотите? Ты всегда можешь выпить с нами. Что? Оставь меня в покое. У меня такое похмелье, я едва на лапах стою. Знаешь, как говорят, клин клином вышибают. Ну уж нет. И что это тебя так на выпивку тянет? Горести заливаешь? Кстати, не хочу цепляться, но ты что-то не по-княжески выглядишь. Лишили меня титула, наследства. Изгнали. Так, всякие родственные терки. Мы ищем волшебные бобы, не видел их? Голос как у Лукашенко. Дай мне один на сохранение, только Где он? Говори. не так громко. Я могу и громче. А еще я могу убедить тебя каким-то совсем неприятным способом. Она уже с угрозами. В этом вся Сианна. Слушай, я здесь за тем, чтобы играть в сказку. Хочешь играть? Милости просим. Только теперь все сложно. Красная шапочка-то дала дуба. В смысле? Столько раз вспарывали мне брюхо, зашивали в него камни, топили, что едва нас предоставили самим себе, я отплатил этой маленькой язве сполна. Красная шапочка лежит на дне колодца вместе с охотником. А значится, мы можем поиграть. Только я не обязан с тобой разговаривать ни про бобы, ни про что еще. Вон отсюда! Какой-то нервный этот волк. А ты представь себя на его месте. Его определили в злые персонажи, хотя он совсем этого не хотел. Красная шапочка. Собачья жизнь, говорю тебе. Так, что теперь? Не волнуйся, уж мы с ним поиграем. Точнее, я с ним поиграю. Только мне нужна красная шапочка. В смысле, деталь костюма, а не труп девочки. Уж я надеюсь. Ты хотел помогать? Тогда будь добр, прыгни в колодец и вылови шапочку. Ну шевелись, шевелись, шевелись. Ну ладно, пора прыгать в колодец. Ни пуха, ни пера. О. Там что?
Тут что за сундук? Отлично. Поле Луко и прочитать. И как улов? Удачно. Смотри, что у меня. Дай сюда. Она тебе явно мала. Мне идет. Лично красная шапочка. Да. Вполне, вполне. Вернемся к злому волку. Дай угадаю. Ты будешь в роли внучки? Ну еще бы. А ты охотника. Опять вы? Я вам, кажется, ясно сказал. Не буду я с вами разговаривать без красной шапочки. Ничего страшного. Сиана займет ее место. Что? Ну, запретить я вам не могу, так что... Внучка, подойди ко мне поближе. Бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Чтобы лучше тебя видеть, внученька. Бабушка, а почему у тебя такие Сейчас бы большие его убить. руки? Чтобы крепче тебя обнять, внученька. Но, бабушка, почему у тебя такие большие зубы? А? Чтобы скорее тебя съесть, внученька. Черт! Так. Ты сукин сын! Ну что, паскуда? Вот и все. Ты помнишь, что Оська говорил про красный боб? Он у человека, который его наверняка не проглотил. Да. Надо вскрыть брюхо. Пробки, вставная челюсть, штопор. А, вот он. Красный боб. Ну что, теперь мы на шаг ближе к цели. Ну что? Мне вот интересно, ты исключительно тактичен, или эти ваши мутации совершенно лишили тебя любопытства? Послушай, тебе правда не интересно, что было дальше? Что случилось после того, как меня изгнали? Просто ты менее интересна, чем тебе кажется. Я не знаю подробностей твоей истории, но они не важны. Я встречал много таких, как ты. Каких таких? Тебя обидели, предали, и вот тебе кажется, что это дает тебе моральное право на кровавую месть, и ты пытаешься добиться своего, даже если за это придется заплатить жизнью. Вот тебе и раз. Ты действительно меня раскусил. Нет, я по-прежнему не знаю, понимаешь ли ты, насколько ты все испоганила. Что ты сделала с Детлофом? Знаешь, давай ты и дальше будешь молчать. Пойдем уже отсюда. Окей.
Классное чувство, да? Напоминает мне о детстве. А мне кое-чем другом. Может, Давай. поподробнее? Не стоит. Но пошла. Ну, шевелись. Ну ты. Кстати, не помешали бы имена? Моего будут звать Анис. А мою плотва. Плотва? Ты серьезно? 3 медведя. 3 столика, 3 ложки, 3 миски. Одни слишком большие, другие слишком маленькие, а какие-то в самый раз. Кто ел из наших мисочек? Ого. Ну давай. Отлично. Всех медведей ошкурили. Ее были золотые волосы. Остальное так изуродовано, что трудно что-либо установить. Так ей и надо. Всегда она все брала без спроса. Бобов нет. Ну ничего, ищем дальше. Пошли в другую сторону. А подожди, тебе надо было с тобой поговорить, наверное, да? Всего один бог. Соберись, Геральт. Вон там башня какая-то. Наверное, сюда и надо идти. Это башня Рапунцель? Похоже на то. Она еще выше, чем мне запомнилось. Погоди, погоди. Ты помнишь, что Оська говорил про третий боб? Он у лысого батрака глубоко под землей. Да, это должно быть здесь. Пойдем. Здесь можно подтянуться, потом перепрыгнуть. Раз уж ты так говоришь, я подожду внизу. Лазить по камням я не мастер. Так. Тут на дверь какая-то. Опа-на. Слишком поздно! Скажи, что умеешь. Ну давай. Сдохни! Пила.
блок нашел. Так, еда. Все, что ли? Золотая нить. И чё, куда идти? Назад? Ой-ой-ой. Я же вроде... А чё он не слезал? Я езжал, он что-то мне не то. Куда мне тогда надо было бежать? А вот и желтый Боб. Не зря залезал. Эй, как? Боб у меня, но вот Рапунцель... Да. Ей надоело ждать принца на белом коне. Ты удивлен? Нынешние парни, модники страдать. И поэтому ты выбрала себе вампира. Детлов, он был орудием, не более. Жаль, что он об этом не знал. Никому нельзя доверять. Я этому давно научилась. Теперь его очередь. А теперь... Теперь ты не боишься встречи с Детлофом? Я с ним справлюсь. Да? Откуда такая уверенность? Ты на него смотришь как ведьмак и видишь чудовище. А я знаю, какой он на самом деле. Будь спокоен. Ладно, пойдем. Еще немного, и мы попрощаемся с этими чертовыми сказками. Там одна, что ли, осталась? Или все? Теперь Садить надо волшебные посадить бобы. по той тропинке за башней Рапунцель и приготовиться к встрече с великаном. Отлично, это здесь. Доставай бобы. Покончим с этим. Мое новое платье могут оценить только мудрые. Нехорошо. Так. Ну что, паскуда? Угу. Так, сохраняемся. Ха! Еще немного и я... Стой! Что? Стебель растет быстро. Очень быстро. Ты будь поаккуратнее. Отлично. Бросай! Вечно все. Ну что, полезли?
Невероятно. Любоваться потом будешь. Сперва справимся. Ты больно много на себя берешь. Ох ты какой дяденька-то красивый. Тевтонский рыцарь прям. Ух ты, вот тут он не охрел. Так, спокойно. Ого. Отлично. О, крепкий сукин сын. Для сказочной-то твари. Этот мир сошел с ума, но я не думала, что он настолько безумен. Не могу отделаться от мысли, что ты все это устроила специально. Зачем бы мне это? Чтобы избавиться от моей компании. Мы совсем рядом с выходом, и ты решила, что я тебе больше не нужен. Ты ошибаешься. Ты мне еще очень пригодишься. Да. Хочешь мной воспользоваться, как Детлофом? Нет, все гораздо проще. Ну что ты на меня так смотришь? Мне нужен мужчина, Геральт. Я не боюсь сказать об этом. Понятия не имею, что будет, когда мы отсюда выйдем. Так что считай это моим последним желанием. Угу. Хитрожопная. Сделать, что хочет, может, в другой раз. Что делаем-то? Да она меня сейчас облапошит. Не хочу. Может быть, в другой раз. Не обижайся. Никаких обид. Ты сказал, что думаешь. Все в порядке. Да, пойдем. А то она думает, что Пойдем. Я Стоит отведу тебя к выходу. чуть-чуть взглянуть и все. Мужики все тают, ни хрена. Ей нужен мужчина, блин. Блуждающий огонек. Кажется, он хочет мне что-то показать. Берегись, нельзя им доверять. Просто интересно, зачем тебе было это сердце туса и княжеское вино? Просто это принадлежало мне. И то, и другое. Знаешь, если бы не эти твои заскоки, мы бы никогда не встретились. Знаю, но я не жалею. Один раз живем. Это здесь,
Надо просто прыгнуть в колодец. Ты первый. Опять? Да ты меня обманываешь. Ты меня обманул теперь. Не обманул, я выбрался. Портал в фонтане? Не слишком практично. Это был тайный ход. Мы с Анриетой пользовались им, когда... Сбегали от гувернантки, что она, по счастью, описала в своем дневнике. Поэтому я знал, где вас ждать. Юная барышня согласилась помочь прибрать балаган, который сама же устроила. Да, согласилась. И не говори со мной, как с ребенком. Ты бы предпочла, чтобы я говорил с тобой, как с обманщицей? Успокойтесь вы оба. Но... Никаких «но». Теперь идем. Я правда хочу все это закончить. Так, ребятки. На сегодня, наверное, все. Да. Давным-давно. Доступны очки умений 5. Так, задание выполнено давным-давно. Красиво здесь. Правда? Прекрасный вид на всю долину. В ясную погоду можно даже разглядеть очертания Дунтынды. Здесь, что ли? Развалины как развалины. Ни на грош впечатлитель. Блин. Нельзя сохранить игру. Что Детлов тебе нашел? Может, он сам тебе скажет? Нервничаешь? Угу. Я всегда нервничаю перед встречей со своими бывшими. Особенно с вампирами. Не думаю, что он настроен шутить. Да я знаю. Честно? Да, я нервничаю. Вообще-то я хотела смыться. Я вроде как дала вам слово, что помогу. Только чего оно стоит. Но я должна ему эту встречу. Вот и все. Внимание. Детлов сейчас будет здесь. Так, ну что там? Блин, все еще это давным-давно. Контрольная точка какая-нибудь будет, сохранится, и мы закончим на сегодня. Сиана, я должен тебя спросить. Ты всегда мне лгала? Нет.
То, что нас связывало, это ложь? Детлов, все не так просто. О, нет. Все просто. Ты или лгала мне, или нет. Я прощаю тебя, но нам пора расстаться. Оба-на. Но как? Опять ее в страну отправил. Ленточка. Ха, и снова я в дураках. Она заплатит. Раньше, позже, но заплатит. Не стоило тебе вмешиваться, ведьмак. С обоими придется биться. Сейчас его убьет Ригиса. Да уж, силищ у него много. Я хотел только получить девушку. Вы обманули меня. Оба. Мы не хотели этого. Молчи. Так, спокойно. Доспехи повреждены. Ну давай. Все? Не, не все. Ну конечно. Вон он какой. Черт возьми. Если веришь в богов, начинаем молиться. Охренеть. Ёперный насос. Красиво. Правда? Здесь? Может... Вот. Я хотел только получить девушку. Вы обманули меня. Оба. Мы не хотели этого. Молчи. Ну, сколько мне еще ждать?
Так, допустим. Блин, ну Если веришь в богов, начинаем молиться. ого. Ага. Да что такое-то? То меч сломается, блин, то доспех. Ой-ой. Так. Крыльям отрубил, отлично, чтобы он не летал. Ты охерел, что ли? Черт, он меня ранил. Скотина. Думаешь, это меня удержит? О, готовься к смерти, ведьмак! Блин. Нет, походу все-таки надо. Ага. Побежали. Бежи, бежим.
Бежим, бежим. Так. Ой-ой. Он сейчас за мной так и будет бегать. Бежим, бежим. Так он меня не достанет. Спокойно. Ах ты чё. Все. Отлично. Не убил, надеюсь, он товарищ моего. Я им займусь. Уйди. Я не могу. Быстрее. Прости. Мочь там своего друга, короче. Да, я перед этой битвой бы сохранился. И оставил бы ее на потом. Тест хомутно. Задание выполнено. Оба-на. Ну и ну. Живой. А тебе идет эта одежка. Ну все. Отстань. Я выгляжу как шут. Кафтан пошит по всем правилам портновского искусства, из лучших материалов. Но чтобы это оценить, нужна хотя бы крупица вкуса. Даже совершенное одеяние не скрывает недостатки воспитания. Так. Я привык к одежде другого рода. Обычно я ношу одежду, более подходящую к моим занятиям. Я ничего не имею против этого костюма. Просто я в нем неуютно себя чувствую. Не люблю официальные мероприятия. Ну да, придется Ну закончить. что ж, это вопрос привычки. Попрошу вас не двигаться, если позволите. Так или иначе, орден Витис Винифера, высшая награда Туссента, требует соответствующего обрамления.
Не следует ожидать, что княгиня украсит им панцирь, замызганной кровью и грязью. При дворе огромное значение придается форме, традиция, этикет. Не сомкнув Традиция, рук. которая ценит видимость превыше всего. Весь этот великосветский блеск и ложно понимаемая щедрость. За последнее время я достаточно наслушался о щедрости и прочих добродетелях. Мне они тоже не дают покоя. Последний из добродетелей — сочувствие. Единственный недостающий элемент. Ты внезапно поверил в теорию 5 добродетелей? После всего, что мы узнали? Это не вопрос веры, суеверий или прочих народных преданий. Тут дело в чистой логике. Сиана все распланировала заранее. Если бы мы ее не остановили, была бы и 5-я жертва, чью смерть связали бы с недостатком сочувствия. Я расспросил посланца, который вручал мне приглашение на церемонию. Сиана во дворце, в уединении. Под давлением дворян княгиня заточила ее в башне. А ты не хочешь узнать, кто еще ей мешал? До начала торжества мы бы успели поговорить с тем сорванцом, с чистильщиком. Это он доставлял Детлофу письма с фамилиями. Может, мы что-то просмотрели? Собственно, почему нет? Сходим вместе, если, конечно, тут уже все закончено. С моей стороны, да. Теперь все зависит от того, сможете ли вы достойно представить мое произведение на торжествах. И не уничтожите ли вы его до того, шляясь по всяким подозрительным местам. Я буду осторожен. Так, а на самом деле мне на всякий случай. Так. Так, 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 так. Сейчас, секундочку. Всё.
Теперь норм. О, дяденька с мечами. Привет-привет. Так что, почистим обувку? Грязные сапоги позорят серьезную профессию. Прошу. А эти деньги Хотел давал. тебя спросить. Опять? Милости просим. Сам я за свободу слова. Так что любыми сведениями охотно поделюсь. А чтобы вам и обувку не вычистить по случаю. Может и правда, стоило бы почистить. В таком случае воспользуюсь приглашением. Один мой друг говорил, что обувь должна быть столь же чиста, как душа. Обувь – зеркало души. Отличный слоган. Как идут дела? Да хорошо, не жалуюсь. А было бы еще лучше, если бы некоторые не только болтали, но и обувку бы чистили. Ты носил письма мужчине в сюртуке? Помнишь такого? Ну, конечно, я молодой, на память не жалуюсь. Но Если ты хотел сказать, что эти сведения не бесплатные, ничего не выйдет. Откуда ты эти письма брал? нищие приносили. Почему ты этого при прошлом разговоре не рассказал? Так вы же про нищих и не спрашивали. Слушай, эти нищие, ты о них что-нибудь знаешь? Сколько их было? Ну, 4. Каждый принес по письму. Только 4? 5-го точно не было? Считать-то я умею. Знаешь что-нибудь еще? Может, у них было что-то общее? Какое у них общее? Они все разные. У кого-то башмаки от разных пар, кто и вовсе без башмаков. А, я знаю, что у них общего. У них у всех нет дома. Малец, я сейчас потеряю терпение. Напряги память. Откуда у этих нищих были письма? Они их брали откуда-то? Не знаю я. Приходили, отдавали мне письма и уходили. Я ни о чем их не спрашивал. Геральт, позволь мне задать вопрос. Послушай, я с радостью приготовлю для тебя еще банку полироля. Но ты соберись и ответь как можно точнее. Ты знаешь, где их искать? Ну, в ночлежке, наверное. Где это? Так это каждый знает. Тут недалеко. Вот по этой лестнице, а потом направо. Спасибо. Вот тебе за труды. Придется нам поискать эту ночлежку. Я ему давал там на бизнес. Че с ним стал-то? Здравствуйте, пока вино не кончится. Завтра уж... Убирайся отсюда с этим своим приютом, ясно? Это парень. А тебе тут чего? Сейчас кулаками придется помахать. Поговорить не получится. Мы вот тут уж пробовали, только ни хера не доходит. Сейчас будем иначе разъяснять. Господа, спокойней. Или ты сам уберешься отсюда с этими твоими вшивыми нищими, или мы тебе поможем. Кончилось наше терпение. Не будет тут никакой ночлежки. Пшли вон! Тут порядочные люди живут. Я так понимаю, вам мешает ночлежка? Это почему же? Гляди, Балар, еще один защитник бедноты нашелся. Мешает. Тут наши бабы и ребятишки живут. А рядом с такой голытьбой нормальные люди даже пройти боятся. Порядочные люди? Это вы, значит? А что, есть сомнения? Есть. Ты слыхал, Артуа? Он нас, сука, средь бела дня оскорбляет. Отойдем-ка в сторону, добрый человек. Мой друг сам справится с этой жаркой дискуссией. Ну, давай. Ведьмак! Хрен ты моржовый, а не ведьмак.
Ну, сука! Давай сюда! Вот и все. Добро. Намек понял. Валим отсюда. Сердечно благодарю вас за помощь. Я пытался их урезонить, но опасаюсь, что если б не вы, быть бы мне битым. Безмерно вам обязан. Чего они от тебя хотели? Это соседи. Они хотят, чтобы я перенес ночлежку в другое место. Им не нравится, что я помогаю нищим. Я бы и не возражал ее перенести, но мне некуда. А вы ко мне по какому-то делу? Чем я могу вам помочь? Послушай, мы ищем человека, у которого было задание для чистильщика обуви на Рю-де-Гарле. Для чистильщика? Я его знаю. Славный мальчик. Кто из твоих подопечных недавно с ним встречался или собирается встретиться? К сожалению, ничего не могу сказать. Но вы подождите немного. Скоро все начнут подходить за едой. Сами с ними и поговорите. Думаешь, здесь соберутся все нищие? Их никто не заставляет. Но редко кто может найти пищу где-то еще. Так что обычно ко мне собираются со всех окрестностей. Так. Опять что-то с движком. Мы подождем. Спасибо за предложение. Сейчас придется перегружаться. Ну да. Церемония. Контрольная точка. Так, сейчас паузу отожмем. Так, вроде нормально, перегрузился. Дорогие мои, прежде чем я подам вам суп, два этих господина хотят задать вам вопрос. Прошу вас, сосредоточьтесь и отвечайте осмысленно и коротко, иначе ваш суп остынет. А вы бы этого не хотели, правда? Я знаю, что 4 из вас в последнее время доставляли чистильщику запечатанные письма. Вы знаете, что это за дело? Если так, то скажите. Ромен? А что я буду вперед лезть? Сказано было никому про письма не рассказывать. Но мне-то ты рассказать можешь? У тебя было письмо, и ты его отдал, да? Хорошо, Ромен, благодарю. Кто еще? И у меня тоже было. Я его отдал чистильщику. И у новенького. Но его нет, он не скажет. Новенький. А у меня до сих пор письмо. Я его отдам только через 2 дня после Святого Варнавы. Мне нужно это письмо. Это очень важно. А тебе оно уже ни к чему. Но я его должен отдать в собственные руки. Никому не показывать. Так сказала та госпожа. Грозная была. Лучше всего помогать тем, кто справедлив и честен. Эти люди очень помогли не только мне, но и вам всем. Если кто-то вам угрожал, вы не обязаны держать данное слово. Ладно, тогда держи. Самому тащиться не придется. Там вечно такая грязь. Письмо, называющее 5-ю жертву. Зараза. Что, действительно 5-я фамилия? Сам посмотри.
Ну и ну. Скажу тебе, даже я такого не ожидал. Теперь займись княгиней. Похоже на то, что мы недооценили Сианну. Судя по всему, Детлов должен был буквально вырвать ей сердце. Но сперва сверни ей шею. Увлекательно. Теперь головоломка сложилась? Боюсь, это больше не увлекательная головоломка, но чрезвычайно важное дело. У нас есть доказательства, что в Тусенте готовился переворот. Княгиня была последней целью Детлофа. Сиана это спланировала с самого начала. Определенно. Все логично, Геральт. Сперва 4 вроде бы случайных трупа. Достаточно, чтобы люди заговорили о бестии-мстителе. Сиана отомстила, не привлекая к себе никаких подозрений. А последней должна была стать княгиня. Если бы ей удалось довести план до конца, никто бы не усомнился в том, что Анна Генриетта пала жертвой собственных проступков. Весь Баклер знал, что княгиня не слишком сострадательна. Этим бы ее смерти объяснили. Зачем бы Сиане убивать сестру? Из жажды власти? Из зависти? Из врожденной склонности к злу? Да, да и еще раз да. Все 3 объяснения годятся. И не исключают друг друга. Впрочем, если тебе интересно, можешь сам ее спросить. Думаешь, это хорошая мысль? В конце концов, это же мы разрушили ее хитроумный план. Думаешь, она захочет... С тобой разговаривать? Но спросить-то ты можешь? Согласно некоторым философам, истину можно узнать лишь эмпирическим путем. Ты говоришь, княгиня держит Сиану под замком. Дворяне настаивали на более суровой каре. Думаю, что Анна Генриетта хотела в той же степени защитить свою сестру от самосуда, что и своих подданных от преступницы. В любом случае, она сидит в закрытом крыле дворца и ждет официального процесса. Мне придется как-то обойти стражников, чтобы до нее добраться. Ты со мной? Нет. Встретимся на Мерлашес. После всего, что здесь устроил Детлов и его помощники, мне бы не хотелось показываться во дворце. Кроме того, обществу сестры, досточтимой княгини, я предпочитаю простой отвар из мандрагоры. То есть, проще говоря, ты собрался нажраться в одиночестве, потому что ненавидишь Сиану? Не люблю столь категоричных утверждений. Но признаюсь, в ее присутствии я бы за себя не ручался. Она жестоко обошлась с Детлофом и стала причиной его смерти. А теперь еще и это. Нет, Геральт, я подожду на кладбище. Да, какая прожопа. Поговорить с Сианой. Пошли. Так, а где я вообще? Дворец. Дамьен. Сианна. Пойдем сначала вот сюда заглянем. Дворец. Так, я же правильно иду? Стой! Мне надо срочно увидеть Сиану. По какому делу? Я хочу с ней поговорить, это важно. Говорить — это ты со своей бабой можешь. А не с той, что у княгини под замком сидит. Без приказа не впущу, и все тут.
Я открыл важные обстоятельства по ее делу. Их надо выяснить срочно. А, ну ладно. Это ж ты тот ведьмак, что дело расследовал. Значит, право имеешь. Но только на пару минут. Я постараюсь покороче. Я думал, сейчас драться придется или что-нибудь такое. Ведьмак будет говорить заключенный. Можете минутку передохнуть. Не слишком бы долгая минутка оказалась. Очень это необычно. Пришел проведать, как мои дела? Хорошо, спасибо. Ленточка Арториуса творит чудеса. Жаль, ее забрали. А то бы я... Я знаю, кто должен был стать пятой жертвой. Твою мать. Вот ведь ищейка. Я в тюрьме. Детлофа больше нет. Может, ты остановишься уже, наконец? Сиана, не притворяйся, будто тебе плевать. Я знаю, это только поза, и она уже начинает утомлять. Зачем ты хотела ее убить? Такой прекрасный сыщик, а спрашивает про очевидные вещи. Ну почему, Геральт? Сам ты как думаешь? Ты ей завидуешь. Ты ей завидуешь. Ее власти, красоте, популярности у народа. Я все-таки тебя переоценила. Ни хера ты не понимаешь. И что теперь? Поделишься своим открытием с Анной Генриеттой? Правда, ее жизнь уже вне опасности. Но вдруг она тебе деньжат подбросит к награде? Разумеется, поделюсь. И не обязательно из-за денег. А зачем тогда? Она должна знать. Если когда-нибудь она тебя освободит, ты снова попытаешься ее убить. Скорее всего. Ты говоришь искренне, наконец-то. Ложь имеет смысл до тех пор, пока в нее кто-то верит. А знаешь, это даже как-то освежает. Говорить то, что думаешь. Пожалуй, я продолжу в том же духе. Я была с тобой мила, потому что хотела затащить тебя в постель. Думала, ты мне пригодишься. Твой приятель, Регис, тебя использует. А Анна Генриетта видит в тебе лишь тупое безвольное орудие. И знаешь что? Она права. Ты любишь причинять другим боль, да? Боюсь, я не доставлю тебе такого удовольствия. Ведьмачьи мутации, знаешь ли. Меня сложно задеть. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Прощай, Сиана. Чё, не получилось, да? Думал, ноги раздвинуть и все, ты королева? Нифига. Не, надо обязательно скажу. Господин Делатур желает тебя видеть. Пойдем прямо сейчас? Да. Пойдем. У меня к нему тоже есть дело. Дамьен, который глава стражников. Я уже забыл. А, ну да, да. Дамьен. Геральт, пришло время. Ты готов к церемонии? Ух ты, вот тут тебя рассадили. У тебя лицо как-то раскорячено. Но в прошлый раз все было куда хуже. Это все компрессы из арники. Я уже почти ничего не чувствую. А мы не будем ему говорить. Отлично, можем начинать. Все в порядке. Только веди себя соответственно. Не как наемный головорез, а как человек, достойный высшей награды. А лучше всего храни достойное молчание. В таком случае начнем церемонию. Идем со мной. Княгиня ждет. Не, ну надо княгине, наверное, сказать. А ему-то чё?
От имени гильдии прошу о помощи, досточтимая княгиня. Без бочек все производство встанет, а тогда нам придет конец. У вас сгорели все бочки? Я очень опечалена. Это крайне неприятное известие. Да, ваша светлость. Пожар начался, когда чудовища ворвались на склад. И тут же все подчистую сгорело. Дворцовый стражник будет послан, дабы осмотреть пепелище. Если все так, как ты говоришь, надлежащая компенсация будет выплачена вам из княжеской казны. Благодарю, ваша светлость. Ваша светлость, прибыл Геральт из Ривии. Мои дорогие, теперь перейдем к следующему пункту. Из всех обязанностей, что были возложены на мои плечи, как на вашего правителя, это мне милее всех. Сейчас мы вручим орден. Орден Витис Винифера. Высшую награду Тусента. Геральт из Ривии, убийца бестии из Баклера. Подойди. Так. Нашим соизволением так будет отмечен ведьмак, кои по нашему приказу избавил Баклер от ужасной бестии. Пусть этот символ напоминает всем, что ведьмак навсегда останется другом Баклера. А мне выпить? А от себя лично большое спасибо, Геральт. Дамьен вручит тебе награду. Это же был ведьмачий заказ. Кроме того, И еще сколько там? один сюрприз. 5000. Я решила передать Нормально. тебе дюжину бочонков сангриаля, вина, которое обычно пьют лишь за княжеским столом. Теперь и ты сможешь его попробовать. Ты рад? Так. Да давай скажем, потому что больше некуда будет. Я очень рад и благодарю вас, ваша светлость. К сожалению, я должен испортить праздничное настроение. Дело в том, что Сиана собиралась убить вас с помощью Детлофа, княгиня. Это вы должны были стать пятой жертвой бестии. Это неправда. Ты наверняка ошибаешься. У меня есть доказательства. Я в это не верю. Ну и что там? Я поговорю с Сианой. Ты сможешь меня сопровождать? Благодаря тебе я отыскала сестру. Но после того, что ты сказала мне минуту назад, я не знаю, смогу ли я судить ее справедливо. Мне бы хотелось, чтобы ты ошибся, Геральт. Я не ошибся. Более того, я бы посоветовал быть с ней предельно осторожной. Не перегибай палку, ведьмак. Это моя сестра. Я знаю, как с ней разговаривать. Если мое присутствие чем-нибудь поможет, я, разумеется, останусь. Сейчас состоится допрос особы, причастной к убийствам, имевшим место в Баклере. Капитан де Латур, прошу, введите Сильвию Анну. Че я без наручников, без всего? И сзади он держит. Ведьмак тоже будет участвовать? Княгиня попросила меня об этом.
Ты повинна в страшных преступлениях. Однако ты моя сестра. И мое сердце не позволяет судить тебя как обычную преступницу. Я не могу поверить, что ты хотела меня убить. Должно быть, на тебя влияло это чудовище, Детлов. Ты бы никогда не пала так низко. Потому я попросила Геральта быть моим советником. Он лицо незаинтересованное. Говори, ведьмак. Важнее всего благо страны. Блин. Первый пускай будет. Невзирая на все смягчающие обстоятельства, Сиана преступница. Она должна предстать перед судом. И осуждена. Ее вина доказана. Меня печалят твои слова. Но я не могу не признать, что ты прав. Сиана, тебя ждет суд и справедливая кара. Но я навсегда останусь тебе сестрой. Как княгиня, я должна буду тебя осудить. Но как сестра не перестану любить тебя. Ты простишь меня? Неужели у нее там что-то останется? Никогда тебя не прощу. Ой-ой-ой. Чё? Вот это вот да. Ни хрена себе. Принцессу убили. Вот это да. Блин, вот это я не ожидал, что все-таки она убьет ее. Я думал, прям как-нибудь успеем перехватить. Да ну, это не может быть. Принцессу убить. Да ладно. Че, правда? Я пришел купить цветы. Венок или... Нету ничего. Все продано. Я уже собралась уходить. Что мне тут торчать понапрасну? Не удивляйтесь, сударь. Все на похороны пошло. Каждый хотел на могилу княгини букет отнести. Анимоны, пионы, гладиолусы. А она-то больше всего любила обычные розы. Уж я знаю, потому ее фрейлины сюда приходили. Я самые лучшие цветы для нее выбирала. Пахучие, с большими бутонами, чтобы дольше стояли. До сих пор не могу поверить. Погибнуть от руки собственной сестры. Как же это так случилось? Анна Генриетта очень хотела верить, что еще есть надежда, что Сиана раскается. Поэтому протянула ей руку. Слишком рано и слишком доверчиво. Я вас узнаю. Вы же тот ведьмак с севера, что нас от бестии спасли. Да, можно и так сказать. Погодите, прошу вас, это вам. Ты откуда думал, ты цветы взяла? кончились. Я отложила один букет, сама хотела отнести. Но вы возьмите. Я знаю, вы и были не чужим человеком. Сколько я вам должен? Нисколько. Оставьте деньги. Поднимите сегодня вечером бокал за ее душу. Я так и сделаю. Прощайте.
Возложить цветы на могилу Анны Генриетты. Все ревут. Что ли? Ведьмак, я был уверен, что ты уехал. Я бы не смог. Анна Генриетта была... Прекрасная, красивая, добрая, лучшая владычица, какую только можно представить. А я ее подвел. Да ты не виноват. Не вини себя. Никто из нас не ожидал, что Сиана все-таки добьется своего. И никто из нас ничего не сделал, потому что ничего нельзя было сделать. Эх, наверное, ты прав, но... Когда умирает кто-то, кто так дорог, нельзя не искать вины в себе. Даже у самых непреклонных рыцарей сердца размягчаются. Я пришел попрощаться с княгиней и отдать ей последний долг. Белые розы, ее любимые. Входи, она в королевской усыпальнице. Несмотря на мое сопротивление, в одной зале с убийцей. Что? Кто так решил? Регенский совет. Выжившие из ума старцы. У них вместо сердца статуты и кодексы. Они решили, раз в жилах Сильвии и Анны текла королевская кровь, и сестра княгини формально не была лишена наследства, она должна быть похоронена вместе с Анариеттой. Не, на обе не буду класть. Только на королевскую. Мне жаль, что все так закончилось, что я этому не помешал. Надеюсь, ты простишь меня. Спи спокойно. Регис пошел. Стильный склеп. Очень уединенно. Я бы не отказался от такого места вечного покоя. В такие минуты я не понимаю. Ты издеваешься или правда? Правда, Геральт, правда. Я считаю, что это спокойное место, полное нежной красоты, действительно достойно княгини. Ваша печаль по поводу явлений и процессов, которые вам предопределены, не перестанет меня удивлять. Пойдем, друг. Я пришел забрать тебя отсюда. Пора немного отдохнуть от безумства последних дней. Я не сумел помешать всем этим смертям. И довольно погано себя из-за этого чувствую. Все думаю, мог ли я что-то сделать. В Тусенте сейчас безвластие. А говоря точнее, полный хаос. Хаос и отчаяние. Княгиня умела завоевать симпатии людей. Весь Баклер плачет по ней. Массовая экзальтация? Что ж, подданные явно переняли некоторые черты своей владычицы. Откуда этот сарказм? Я думал, княгиня была тебе симпатична. Да. И мне ее действительно жаль. Мне тоже. Тогда давай выпьем. Так.
Мне всегда казалось, что ты невероятно сложная натура и простых решений не признаешь. Ну, например, не топишь горести в вине. Есть такие горести, от которых просто нет другого средства. Что ни говори о Сиане, а характер у нее был несгибаемый. Признаю. Хотя лучше бы ей иметь более философскую натуру, чтобы время от времени ее посещали мысли о правильности собственных поступков. Правда. Как тебе самогон? Не слишком крепкий? В самый раз. Это заслуга местной мандрагоры Официнарум. Клубни, растущие в вулканической почве, имеют выдающиеся вкусовые качества и обладают уникальной темно-коричневой окраской. Захватывающе. Но самогон у тебя вышел удачный, это точно. Собственно, я бы с удовольствием набрал этих корешков про запас. Не хочешь ко мне присоединиться? Раз уж ты так загорелся, давай сходим. Но ты забываешь одну вещь. Свежий корень мандрагоры очень токсичен даже для ведьмака. Ничего подобного. Я никогда не забываю о мерах предосторожности. Прошу, вот тебе рукавицы и маска. Надень их, и тебе ничто не будет угрожать. Спасибо. Ну ладно, пойдем. Свет луны настраивает меня на мечтательный лад. Чтобы перчатки надеть. Маска. Перчатки. И о чем же ты думаешь? О сиськах суккуба? Не, я, например, думаю... О. Куда вампир-то делся? Нелегко будет его выследить. В конце концов, он вампир. Зараза, куда ты подевался? Найти Региса. Регис! Зараза, Ты поднял руку на вампира! За это ты умрешь! Я делал то, что должно. Ты хуже людей, отщепенец! И смердишь, как они! Скрытый никогда не простит тебе смерти Детлофа! Бруксы назвали тебя изменником. Кодекс чести вампиров прост, даже тривиален. Или ты с ними до конца, в любой ситуации, вне зависимости от обстоятельств, или... Тебе не простят. Не простят. Но на мое счастье также обязателен и другой принцип, столь же тривиальный, как и первый. Его хорошо передает поговорка: «С глаз долой, из сердца вон». Поэтому я уезжаю из Тусента. Скорее всего, надолго. Понимаю. Вернемся ко мне. Чудовищно хочется еще немного выпить.
Невероятный букет. Мягкое раскрытие и неожиданное послевкусие. Ты не находишь? Я не силен в дегустациях. Ну так самое время начать обучение. В конце концов, винодельня Корва Бьянка твоя. Между прочим, я оставил в твоем новом доме небольшой подарок на столике у кровати. Спасибо. Может, скажешь, что это? Так, безделушка. Но может оказаться полезно, если вдруг понадобятся мутагены. Кстати, ты не думал, что будешь делать с Корва Бьянко? Повесишь мечи на гвоздь и посвятишь себя заботам о виноградниках? Нет. Нет, такая жизнь не для меня. Может, я и буду забредать туда, ну там, перезимовать, выпить вина. Но мне нужно движение. Быть ведьмаком — это не вопрос выбора. Ведьмаком ты остаешься на всю жизнь. Нельзя вот так взять и перестать быть ведьмаком. Потом еще есть для меня работа. Гули сами не переведутся. Забавно. Каждый раз, когда мы встречаемся, происходит что-то потрясающее. Помнишь, как мы сидели когда-то совсем недалеко отсюда, спрятавшись в пещере, и вокруг бушевала вьюга? Как я могу забыть? Мы отправились спасать Цири из лап Вильгефорца. Как раз встречу с Вильгефорцем я вспоминаю с наименьшим удовольствием. Но тогдашнее пребывание в Баклере было более спокойным, чем это. Тогда нам казалось, что это сказочные земли, а проблема здесь может быть одна — недостаточно вместительный винный погреб. Видимость, Геральт, видимость. А она, по обычаю мамунов и доплеров, обманчива. А что, собственно, стало с Вильгефорцем? Я убил его, но, признаюсь, это было нелегко. Ах, не хочется мне никуда идти. Посидим здесь еще немного, дружище. Посидим, мой друг. Мы были свидетелями, и не однажды, виновниками судьбоносных событий. Теперь же, после стольких трудов, нам полагается отдых. Да, полагается. Так, игра Ведьмак 3. Дикая охота основана на романах Анджея Сапковского. Так, ну что, все получается. Вообще я бы с удовольствием пошел домой. Так. В гостях хорошо. Пойдем домой. Пошли домой. Что там у нас? Посмотрим, что он нас там оставил, наш друг. Кто виноват, что ты виноват, что ты устал. Ваша милость, к вам в дом вломилась какая-то личность. Я пробовал задержать, но меня и слушать не пожелали. Кто там еще? Боюсь, ваша милость, даже представиться не соизволили. Стол накрыт.
Как всегда, неожиданно. Йеннифер пришла. И, как всегда, прекрасно. Ты даже не спросишь, зачем я приехала? И как тебя нашла? Ты бы все равно ответила уклончиво. Правда. Когда-то мне это мешало, эти твои тайны. А теперь я знаю, если ты хочешь мне что-то сказать, то скажешь без расспросов. Я скучала по тебе. Чертовски. Пойдем на улицу. Будем держаться за руки, смотреть на небо. Как в романчике за 2 кроны. У тебя столько книжек? Дай угадаю. Работаешь над новым заклятием? Ничего подобного. Это вовсе не гримуары, а обычное чтиво. Имя орхидеи, вдовец на год. Хм. Я всегда думал, что ты слишком занята, чтобы тратить время на что-то столь непрактичное. Я была занята, а теперь нет. Пару недель назад я встала с кровати и поняла, что я не знаю, что дальше. У меня нет плана, цели. И знаешь что? Мне это понравилось. Я перестала думать о политике и сосредоточилась на том, что для меня важно. Поэтому я приехала сюда. Тебе нравится Тусент? Пейзажи замечательные, городки просто очаровательны. Иначе не скажешь. Но... Но это южное солнце не слишком гармонирует с моим гардеробом. Короче говоря, свариться можно во всем черном. Может, рассмотришь другие сочетания цветов? Например, винно-красный и зеленый, как ботва. Угу. А духи я буду добывать из брюквы и маргариток. Лучше посижу в тени, а ты будешь приносить мне холодные напитки. Постоянно. Все, что только пожелаешь. Знаешь, это странное чувство, когда у тебя есть дом. Угу. Признаюсь, я никогда не представляла тебя в роли землевладельца. Это вышло немного случайно, но я не жалею. Ян, тогда перед битвой с Дикой Охотой ты сказала, что хочешь уехать со мной на край света. А вот эти виноградники, может, сгодятся? Да, хотя чего-то мне здесь не хватает. А именно? Я тебе подскажу. Такое большое, белое. У него 4 ноги. Относится к таксидермии. Ну да, единорог. Ладно уж, привози. Я знала, что ты не заставишь себя упрашивать. Ты думала когда-нибудь, что настанет такой день? Ты, я, тишина, покой, птички поют. Я даже жалею, что так долго к тебе собиралась. Как сорока за море. Ты в чем-то сомневаешься? Надеюсь, что нет, а то, знаешь, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Не переживай. Я не такая, как другие чародейки. Посади ее за стол, она и ноги на стол. Ой, ты поаккуратнее о своих коллегах. А то, знаешь, всякому кулику положено хвалить свое болото. Ты прав. Мало того, что ты красив, так ты еще и умен. Попался мне как роза среди навоза. Да, но... зараза. На этот раз ты выиграла. Ха! Откуда это вообще взялось, а? Эти игры в пословицы. Не помнишь? Мы были на вернисаже в Бонарде, а ты начал дурачиться от скуки. Я тогда подумала, что твое чувство юмора такое печальное и такое трогательное. Никогда не меняйся, Геральт. Прошу тебя. Так что, поговорим позже?
Обязательно. Я никуда отсюда не собираюсь. Так, ну чё, все. Пойдем посмотрим, что там за подарок. Зал около кровати. А где что? Может, в гостевой комнате? Письмо от Региса. Во. Раз читаешь эти слова, значит, я уже далеко за пределами Тусента. А ты нашел мой мутагенератор. Я работаю над этим устройством в свободные минуты. Теперь, когда оно уже готово, я уверен, разумеется, лишь в той степени, которой может быть уверен изобретатель, до того, как его изобретение будет использовано по назначению, что этот аппарат пригоден к использованию. Мутагенератор создает мутагены. Работа по принципу поглощения энергии. Так, найдешь подарок полезным. Устройство для приготовления мутагенов. Так, ну чё, все получается. Мы игру прошли все. Верментина то, Короната сё. Ну, хоть успокоились. И Йеннифер-то была. Я ее упустил из виду. Если муж какой не пьет, Я его прям так баба чувствовала. дома ждет. За то, что ты банду четырехпалого разогнал. Мое тебе уважение. Как же у меня в брюхе урчит. Блин, а где? Какие у нас странствующие Если муж герои, какой что не ведьмака пьет, надо было его вызывать. баба дома бьет. До недавних пор драли друг друга, как коты. А теперь что? Дела вместе. А, вон она. Поговорим? Конечно, с удовольствием. Всё, у тебя больше диалогов не осталось. Ну да. Так Всё. что, поговорим позже? Обязательно. Я никуда отсюда не собираюсь. Ну чё, ребятки, наконец-то мы прошли Ведьмак 3. Для этого нам понадобилось целых 1,5 года. Ну, естественно, с перерывом мы проходили все это дело. С перерывом на другие игры. Да, плюс еще 2 больших дополнения, которых один задело у меня 6 стримов, второй вот 8. Что могу сказать? Да, игра очень крутая. Очень многогранная, скажем так, с кучей ну, с кучей разных решений по тем или иным миссиям, с концовками и так далее. Я посмотрел, да, можно было вылезти на ту концовку, где
княгиня не умирает. Ну, то есть она не знает про убийство сестры. Ну, то, что сестра планировала убийство. И, соответственно, княгиня остается жива. Но мы с вами выбрали то, что мы выбрали. Получилось так, как получилось. Что ж, Ведьмак 4, я думаю, уже либо планируется, либо частично уже в разработке, потому что разные слухи ходили. Обязательно мы тоже в него будем играть, когда он выйдет. А пока на сегодня все. Это был Ведьмак Дикая Охота, прохождение, дополнение Кровь и Вино. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Следите за обновлениями канала в социальных сетях. Ссылки есть в описании. Также в описании есть ссылка на донат. Кто хочет, может поддержать канал. Милости просим. Ваша поддержка очень важна для развития канала. Ну и до будущих стримов, друзья. Всем пока.